Ну что же, 4К 30 FPS, попытка теста Samsung A73. Насколько все будет хорошо, вы сейчас увидите. Он, по идее, должен не бояться воды. И вот так мы его топим. Вроде бы съемка ведется. 4К 30 FPS у него. Вроде бы. Ага, слетела. К сожалению, давайте на ультраширик. Ночью или в воде смартфон не хочет снимать. Но это один из огромных плюсов Samsung. Я считаю, что IP-шки эти, это, конечно, вещь. Можно долго ругаться на тормознутую систему, либо еще на какие-то вещи. Но то, что они могут снимать, довольно неплохо. И то, что при этой съемке они еще и могут погружаться в воду, это немаловажный для многих плюс. Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о Samsung A73. Что это такое и с чем это едят? Монолитный корпус, который мне, к слову, нравится. Защита от влаги IP67, тест, который вы уже видели. И по большому счету, он не выбивает 600 тысяч баллов в Antutu, я вам сразу спойлерну, но у него очень классный экран. Логично, что если Samsung продают всем свои дисплеи, то себе они плохого не оставят. Мне нравится его сенсор, мне нравится их оболочка. Это смешно звучит, но это факт, потому что я в ней конкретно поползал. Этот смартфон у меня уже не первый месяц. Вроде бы они допилили камеры. Камера здесь может снимать максимум в 4К 30 FPS, но барабанная дробь. Вы можете переключаться с ультраширика на основной модуль свободно. Плюс вы можете переключать камеру на фронталку. Фронталка здесь тоже может снимать в 4К 30 FPS. И мы прекрасно знаем, что для всех социальных запрещенных в первую очередь сетей лучше всего контент снимается именно фото с Samsung и яблок. Они минимально подвержены потом сжатию и максимально неплохо выглядят. Хотя по моим тестам, если вы посмотрите мой телеграм-канал личный, где я записывал кружочки на этот, допустим, смартфон, на iQOO 11s, обзор на который будет завтра, и на iPhone 14 Pro Max, не все так однозначно. Девайс интересный, многие дело это приобрели. Для меня Samsung очень похожи среднего ценового сегмента. А53, А54 и все остальное, и 73 тоже. Различаю я у них в основном флагманы, но оболочка у них и правда хороша. Не забудьте подписаться на канал с колоколом и подписаться на телегу скидок. Плюс я напоминаю, что я разыгрываю Honor Magic Ultimate 5 на канале. Условия в ролике, ссылка в описании. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой коробке из плотного картона, на которой есть изображение смартфона, краткие характеристики и название модели. Упаковано все отлично. В комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, что неудивительно, это же Samsung, за что сразу минус. Кабель для зарядки с Type-C на Type-C и документация блока питания, и чехла в комплекте нет, что стандартно. Как и то, что все торцы смартфона обклеены пленкой. Прорезиненный слот на 2 нано-сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 164 на 76 на 7,7 мм и 9,5 мм в толщину вместе с блоком камер. Вес всего 184 грамма. Розыгрыши моря. Напоминаю, что 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Honor'овский телефон я разыгрываю, который 5 Ultimate. Условия, опять же, в ролике по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. В конце концов, среди концов, исходники всех этих фотографий и видео, примеров всех смартфонов, что я тестирую. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. Выбрать есть из чего. У меня на руках классическая черная. Спойлер, его проще продавать. Внешний смартфон выглядит как большинство смартфонов в этой ценовой категории от Samsung. Тыльная часть выполнена из матового пластика, а рама из глянцевого пластика. В руке без чехла смартфон лежит удобно, так как грани не прямые. Материалы марки, но не особо. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, динамики. Звучание здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos. На борту есть 9-полосный кастомный эквалайзер, 5 предустановок звучания и технология Adapt Sound. Качество звука неплохое, для подобной цены его вполне достаточно. Вибромотор тактильно приятный, силу вибрации настроить можно, но флагманским я его точно не назову. Основные Bluetooth аудиокодеки на борту, даже относительно новенький SSC кодек от Samsung на борту. Но по мне,
опять же, если сравнивать с китайскими братьями, кодеков здесь мало. На борту, к сожалению, нет мини-джека и нет АК-порта. Корпус имеет официальную защиту от влаги класса IP67, разумеется, я его топил в начале ролика, вы видели, как этот смартфон спокойным образом выдержал водные процедуры, но так делать нельзя. С другой стороны, я и Neo 5 и GT3 таскал в аквапарке, хотя у них защиты от влаги никакой. Здесь уже вопрос к вашей сознательности. Смартфон оснащен Super AMOLED Plus дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и глубиной цвета в 16 миллионов. Экран плоский, без закруглений, что особенно меня радует, потому что мне играть так удобней, и защищен он стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Рамки симметричные, подбородок в наличии, но он не особо большой. Плотность пикселей 393 ppi, для повседневного использования достаточно, но это не флагманский уровень. Максимальная яркость 800 нит в режиме HDR, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, но пользоваться в солнечный день смартфоном будет затруднительно. Плюс он практически моментально сбрасывает яркость от перегрева, ну у всех свои истории. Автояркость адаптируется под смену освещения быстро, частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц стандартные. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, результат хорош, мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 пальцев, полноценный AOT в наличии, ко всему на него мне прилетало отдельное обновление. Шим Космос на 100% яркости 47, на 50 133, на нуле 30. А вроде бы Samsung сами экраны делают и продают всем китайцам, ну что не так у них? Хотя, с другой стороны, может они думают и правда, как мне в комментариях пишут, что чем больше процент, тем лучше. Различных вспомогательных функций на борту большое количество, в целом настроек тоже много, ПО у Samsung действительно отличное. Если не брать во внимание, что смартфоны Samsung долго не живут. Опять же, по моему личному опыту, но на 2 года подобного устройства однозначно хватит. И да, Samsung'ов у меня было много, и в течение большого количества лет я покупал Huawei и Samsung. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев, работает он стабильно, но не сказал бы, что быстро. Минус в том, что можно завести несколько одинаковых отпечатков пальцев. Максимально можно завести 4 пальца. Распознавание лица срабатывает также хорошо, но угол, под которым смартфон может разблокировать лицо, не особо большой, и зарегистрировать данные можно только одного лица. Процессор здесь скромненький, Qualcomm Snapdragon 778G с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц, хотя по моим ощущениям он слегка здесь задушен, но у них все равно ничего не получилось, но об этом позже. Графический процессор Adreno 742L, интерфейс One UI версии 5.1 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ на выбор, внутренняя память UFS 2.2, да-да-да, такая печаль, на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что не для всех актуально, но хорошо, что они есть. Для 4G есть 7 и 20 бенд, связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее. Микрофоны с датчиком приближения не подводили. Разумеется, в стоке нет никакой записи без уведомления собеседника. Почему? Потому что в глобальных версиях смартфонов такого не бывает, даже у китайцев. Bluetooth версии 5.0 NFC поддерживается, устанавливаем Samsung Pay или Mir Pay для оплаты NFC модулем и пользуемся. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou, Galileo и QZSS. GPS-тест показывает точность почему-то 5 метров, при том, что у Qualcomm обычно стандартно 3 метра. У меня не получилось никак 3 метра получить. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке A73 выдал результат в 7 часов 49 минут. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Work Performance 13000, смартфон поддерживает зарядку на 25 Вт, беспроводной и реверсивной зарядки нет. Заряжается он от 0 до сотки около 1,5 часов, и при том, что за 30 минут на 50% он мне не заряжался, кстати. У меня за 52 минуты он заряжается на 60%. Может, у кого-то быстрее. Аккумуляторы я раскачивал, повторяю, что не одну неделю им пользовался. Ну, вот так. За 1 час игр в среднем уходит 24% заряда. С одновременным стримингом на Твиче можете посмотреть уже запись на Твиче на лайв-канале. Почему? Потому что там вы как раз сможете увидеть, как вы в линию сможете с фронталки себя любимого записывать и транслировать то, что вы хотите. И он, в принципе, вывез. Не считая того, что он в 3 раза сбросил яркость и грелся, как не знаю кто. Потому что 43 градуса на экране, я вам скажу, не особо комфортная температура для игр. Перейдем же к тем тестам, которые были без кондиционера, с обычной комнатной температурой. В тротлинг-тесте все ужасно. 222 гипса минимально, максимально 275, в среднем 265 на 100 потоках при 60 минутах. 3D Mark показал Wildlife 2160, Wildlife Stress Test 2166, Wildlife Extreme Stress Test 692, Wildlife Extreme 954, Slingshot Extreme 4880, Slingshot странно, но не максимум, так же как Slingshot Extreme 6229. Antutu выдал результат скромненько, Storage Test показал 42 тысячи. Результаты стресс-теста Antutu вы можете наблюдать на экране, тоже все не очень хорошо. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной сенсор на 108 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.8. Сверхширик на 12 мегапикселей
функций, плюс еще сенсор глубины и макро. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, супер стабилизация работает только при 1080p 30 FPS, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру, максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS, ничего не допилит, он уже давно продается. В стоке имеется много различных интересных режимов, вспомогательных функций, ночной режим по мне адекватно включается в авторежиме, оптического зума здесь нет, есть только цифровой, и короткий пример вы сейчас увидите. Фронталка может снимать 4К 30 FPS, и вы видите как раз пример ее работы. Роллинг шаттера я не вижу, как работают микрофоны вы слышите, смарт даже без чехла. 1080p 60 FPS, пример работы фронталки, сейчас видите, как она может отрабатывать. И ну неплохо, во всяком случае на экране неплохо. Как оно в реальности, это еще вопрос. 4К 30 переходи на основную камеру. И скажу, что, конечно, после того, как ты тестируешь китайские бренды с отсутствием возможности перехода на ультраширик, с отсутствием нормальной фотографии либо на фронталке, либо на основной, понимаешь чуть-чуть ценность Samsung. 1080p 60 FPS, ультрастабилизация включается только на 1080p 30 FPS, но по мне картинка и так довольно неплохая. Посмотрите, как можно снимать с двух рук, допустим, делать X максимум 10, X бесполезны, но съемка ничего, вроде бы, даже очень ничего. То же самое касается фронталки, 1080p 60 FPS, все стабильно. Все как есть, цвета правильно передает. Шума по минимуму. Но, во всяком случае, я не вижу его. Вот так в 1080p 60 FPS можно снимать еду, кофе или другие объекты. Как говорится, фудблогерам посвящается. Ну-ка вблизи. Вблизи тоже неплохо. Если говорить про фронталку, еще раз про 4К 30 FPS, я напоминаю, что я пользуюсь смартами очень часто, несколько недель или месяцев. Я просто, наверное, об этом не упоминаю, поэтому, когда вы видите примеры видео, вам иногда кажется, что я повторяюсь. Потому что неделю или две назад, когда я тестировал данное устройство, я не помню уже, что я говорил, так как я тестирую много девайсов одновременно. Но вам самое главное, как эта штука отрабатывает с голосом, разумеется, и какие у нее дела с картинкой. А с картинкой у нее все хорошо, все правильно. Я опухший, бледный, синяки под глазами. Вчера я рассказывал вам, как можно выиграть Honor Magic 5 Ultimate на канале, и было 100 миллионов просмотров. Уже. Ей. И фронталка 1080p 60 FPS. Я так долго китайские смартфоны тестировал, что уже забыл, как хорошо снимает Samsung. И понятно, что это какие-то безумные деньги абсолютно. Он этого не стоит, но какие-то есть ощущения от того, что когда долго что-то используешь, а потом пробуешь что-то другого класса, что все-таки даже эшелон, он делится на что-то там, на Samsung, Яблоко, не знаю, наверное, в каком-то смысле Sony, даже Huawei и все остальное. Хотя, опять же, Xiaomi-то уже делают с Realme такие смартфоны, что они на уровне, но не на уровне фронталок, это точно. Xiaomi-то нет, Яблоки, да, Samsung, ну вы сами видите. 1080p 60 FPS, немного нестандартный тест ночной съемки, потому что чуть-чуть все-таки свет есть. Если брать, допустим, предметы или пейзаж, то вот так вы сможете снимать на данной смарт-съемка вот на ультраширик. Я понимаю, что это не лучшая его страна, потому что чаще всего флагманы как раз отличаются от среднего бюджета. Даже у Самто ночью все-таки справляются чуть-чуть лучше флагманские смартфоны. Разумеется, много шума, но хочу отметить, что шум практически всегда и везде во всех смартфонах. Смотрите, вот сейчас это X2, это X1 ширик. Мы переключились благополучно. Можно ставить паузу, можно менять, кстати. Можно просто переходить на фронталку и разговаривать через нее, записывать через нее. Но, несмотря на это, смотрите, вот сейчас 1080p 60 FPS был пример. Сейчас 4К 30 FPS, и по идее картинка должна стать чуть-чуть лучше. И она и стала, кстати, чуть-чуть лучше. Обратите внимание, шумов намного меньше. Все потому, что 30 FPS. Также переключаться на ультраширик, можно на фронтальную камеру.
вот так снимать уже в 4К 30 FPS. 4К 30 FPS, ночной режим, очень сильно задувает ветер. Допустим, сейчас вот так будет выглядеть. Объективно, он в 4К 30 FPS. Съемка довольно неплохая. Очень-очень сильно задувает ветер. Надеюсь, хоть что-то вы увидите и услышите. Потому что прямо даже, можно сказать, как-то небезопасно задувает. Автофокус сходит с ума, что тоже неудивительно, учитывая раз ветер, два ночь. И вот так вы сможете снимать в максимально противных условиях обстановки. По мне довольно достойно. Ширик. Минусы: нет оптического зума, поддержка зарядки всего на 25 Вт, нет беспроводной зарядки, скромный комплект поставки, шим просто лютый, старенький Bluetooth, нет ЭК-порта, нет мини-джека, плохой автофокус у основной камеры. Даже сейчас, опять же, по моим оценкам. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там есть предложения получше и подешевле, но не будем о грустном. И резюмирую я на камеру Samsung A73. Повторяюсь, что все исходники у меня будут в телеге лично, вы сможете скачать их и посмотреть. Все очень просто. За эти деньги я бы купил Realme Neo 5. Но камера у него была бы хуже. Если говорить откровенно, можно долго рассказывать, что китайские бренды, они уже порвали Samsung по полной программе, но это не так. В первую очередь потому, что маркетинг, то есть Samsung это узнаваемый бренд и любимый многими бренд. Второй момент — это оболочка. Она и правда довольно корректная, удобная, и к ней привыкаешь. И я могу 1000 раз сказать, что это просто тормознутое, лагучее что-то там, после того, как ты тестируешь аппараты BBK за те же деньги. Но, с другой стороны, я понимаю людей, которые выберут не iQOO 8 Pro, а Samsung. Почему? Потому что они не знают, что такое iQOO. Потому что они не знают, что такое Vivo. Они не хотят знать, что, не знаю, яблоки, которые прошлогодние, будут лучше, чем этот Samsung. Они не понимают, что такое не тормоза. И этих людей я понимаю. Здесь в оболочке есть очень много всяких штуковин, которые не предоставляются большинством китайских брендов. Вроде бы неплохая автономность, 24% в час в Твиче, это неплохо. И да, у него там сбрасывалось FPS в этом бедном PUBG просто люто, на лайв-канале посмотрите. Да, он сбросил яркость в 2,5 раза ниже, у него яркость была, чем у Poco F5, внимание, который дешевле на 10 тысяч рублей. Но при том у Poco F5 уже она сброшена была после игры такой же. Проще говоря, этот смарт не про игры, это смарт про красоту, отсутствие страха перед влагой, потому что влагозащита, по мне, это всегда минимум 20% стоимости. Это хорошие фотографии и хорошее видео, в котором ты не заморачиваешься, потому что очень много функций. И для многих самое важное, наверное, это не переход в другую экосистему. То есть, когда ты работаешь на Samsung, и ты вот просто, не знаю, пользуешься Телеграмом, делаешь фотографии, тебе не хочется думать. И, может быть, у тебя даже нет времени думать. С другой стороны, если вы смотрите этот ролик, и у вас есть Samsung, и он среднебюджетник, я настоятельно вам рекомендую попробовать когда-нибудь среднебюджетники не от Samsung, от А-брендов. Я говорю, еще раз повторяюсь, о всех брендах BBK, это OnePlus, которые, кстати, дорогие относительно. Realme, Vivo, Oppo, iQOO. Вы можете попробовать Xiaomi, очень хорошие девайсы, средники сейчас, там, начиная с 11, 12T, 12T Pro. Вы море чего можете попробовать, все будет лучше, все будет без проблем продаваться потом на вторичном рынке. И в целом мне девайс понравился. Но рекомендовать к покупке своим подписчикам я не могу. С другой стороны, хорошо, что я его так долго погонял и сейчас прогнал полностью по всем своим стандартным тестам, потому что теперь я еще раз понимаю, что средники от Samsung я рекомендовать своим не могу. Но понимаю людей, которые с ними ходят. Флагманы, да. Там S23, 23 Ultra, просто шик-блеск, они соперничают по поводу всего с флагманами других брендов. Средники в свою стоимость, по мне, не конкурентоспособны вообще. Девайсу от меня, вне зависимости от стоимости всего остального, да, потому что сделано он нормально, без каких-то недостатков лютых, но для покупки, еще раз повторяюсь, не рекомендую. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор, не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Добра и удачи вам, дорогие друзья!